Всех приветствую на своем канале по вязанию. Меня зовут Анастасия. И мы продолжаем вязание снежинок. И в этом видео мы сделаем 3 разных снежинки по одной схеме. Все материалы будут указаны в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Ваша активность мотивирует меня создавать новые видео. Кладем нитку свободным концом к себе и оборачиваем 2 раза. Можно на 2 пальца. Так удобнее немножко будет, но расход нити тогда чуть больше будет. Можно также через один палец, но только не туго, чтобы потом проще было снять это кольцо. Далее заводим за палец, подхватываем рабочую нить. Все точно так же, как и в первом видео. Снимаем с пальцев и провязываем 12 столбиков без накида. Закрепили с вами петлю, можно ее подтянуть чуть сильнее. И начинаем вязать 12 столбиков без накида. Значит, вводим в кольцо, подхватываем рабочую нить, выводим. У нас 2 рабочие петли, подхватываем рабочую петлю и выводим. У нас получился столбик без накида. Сильно столбики не затягивайте, чтобы в последующем было проще вязать следующие ряды. Итак, мы с вами вяжем 12 столбиков без накида. Я провязала 12 столбиков без накида. Далее мы закрываем с вами кольцо амигуруми. Да, сводим наш ряд. За свободный конец тяну и обращаю внимание, какая ниточка движется. У меня движется вот эта ниточка. Я ее до конца не затягиваю, потому что при помощи нее я буду затягивать вторую петлю. Затягиваю, здесь уже затягиваю до конца, максимально туго, чтобы не было отверстия у нас потом в изделии. Так, и уже все. Тяну свободный конец и дотягиваю, если это необходимо. Далее закрываем с вами ряд. Нам нужно под первые полупетли нашего вязания просунуть крючок. Отсчитывать можно от крючка, то есть от конца. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 они здесь будут спрятаны. Нужно их подцепить. Вот они у меня. 1 и 2. Можно поочередно их подхватить, так может будет проще. Есть. И провязываем соединительным столбиком. У меня на крючке 2 рабочие петли. И вторую рабочую тянуть через первую. Это и есть соединительный столбик. Есть. Далее приступаем ко второму ряду. Петля подъема. В это же отверстие просовываю крючок и вяжу столбик без накида. Далее арка из 3 воздушных петель. За полупетли следующего столбика подхватываю крючком, вывожу снова столбик без накида, снова арка из 3 воздушных петель. Под следующие полупетли снова поддеваю крючок, вывожу на столбик без накида, снова арка из 3 воздушных. И так продолжаю. У меня должно получиться 12 арок. Я провязала 12 арок. Вот у меня 12-я она арка. Теперь я нахожу мой первый столбик без накида, вот он, и под его полупетли подсовываю крючок и соединительным столбиком соединяю ряд. Есть. Далее под арку, провязываем, сейчас будем вязать 3-й ряд, под арку вяжу также соединительный ряд. Таким образом я перешла на арку. Далее воздушная петля подъема, и в арку вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Переходим на следующую арку, также вяжем 2 столбика без накида. Третью также 2 столбика без накида. И так под каждую арку мы провязываем с вами 2 столбика без накида. Итак, я провязала последние столбики под последнюю арку, и теперь соединяем ряд. Находим первый столбик без накида, вот он, и его полупетли. Просовываем под его полупетли крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем соединительным столбиком, завершаем ряд. Итак, мы приступаем с вами к вязанию 4-го ряда завершительного. И здесь у нас будет несколько вариантов. Так, для начала мы
начнем с одного столбика без накида. Делаем воздушную петлю подъема и в это же отверстие вяжем столбик. Далее нам нужно с вами определиться, какого типа снежинку мы с вами будем вязать. Вот по этой схеме можно провязать 3 разных вида снежинок. Вот они, 3 разных. Итак, на одном примере буду вам показывать 2 варианта. Вот этот и вот этот вариант. Здесь разница только вот в этих штучках, да? А так это вот эти вот усики, это одни и те же, здесь просто зафиксированы они по-разному. И давайте приступим, значит, вот к такому варианту, где у нас такая капелька, и можно сделать либо такой усик, либо вот такой усик, более фигуристый, из этого варианта. Итак, мы делаем сначала вот такую капельку. Как она делается? Мы набираем, вот у нас столбик провязанный, мы набираем 4 воздушные петли. Сделали. Далее находим, ребром у нас прям стоит вот здесь вот ниточка наша. Мы подхватываем у столбика передних вот 2 этих ниточки и провязываем соединительным столбиком. Таким образом мы образовали с вами пико. Далее в соседний столбик без накида предыдущего ряда, да, мы подхватываем полупетли и провязываем столбик. То есть во все столбики предыдущего ряда мы будем провязывать столбики без накида нынешнего ряда. Далее в соседний также провязываем столбик без накида. И теперь делаем вот такой вот усик, из которого потом можно сделать вот такой. Как мы его делаем? Набираем 8 воздушных петель. Далее в третий от крючка, то есть вот 1, 2, 3, в третью петлю мы просовываем крючок, подхватываем рабочую нить, соединительным столбиком закрываем. То есть мы сделали пико из 3 воздушных петель. Далее вяжем 5 воздушных петель. Находим снова столбик, из которого у нас выходили воздушные петли. Вот он. И подхватываем переднюю полупетлю и одну из ножек. И провязываем соединительной петлей. Все, мы закрыли. И в следующий столбик предыдущего ряда мы провязываем столбик без накида. Есть. Вот из этого элемента, еще раз покажу. Значит, из этого элемента у вас получится вот такая вот кругляшок, да? И из этого элемента у вас получится либо вот такой усик, либо вот такой усик. То есть в зависимости от того, как вы потом обработаете составом. Далее давайте приступим с вами к вот такому элементу и такому. Начнем с этого элемента. Вяжется все то же самое. То есть мы в соседний столбик провязываем столбик без накида. Так. Снова вяжем 8. Ой, это мы сейчас вот сначала 4 воздушных петли. Сюда мы уже не соединяем, как мы делали в предыдущем, а просто провязываем соседний столбик предыдущего ряда, столбик без накида. И вот у нас получилась открытая арка. Далее снова провязываем столбик. Есть. И вяжем 8 воздушных петель. Есть. В третью от крючка провязываем соединительный столбик, сделали пико, снова 5 воздушных петель и в соседний столбик, то есть мы не закрываем в этот столбик, а просто в соседний провязываем столбик без накида. Есть. Далее в последующей петле мы снова провязываем столбик без накида. И далее уже, как вы определились, вяжете либо первую схему, либо вторую. Итак, я провязала последний столбик без накида в этом ряду, и нам нужно завершать вязание. Каким образом? Находим первый столбик вот у нас нашего предыдущего ряда, подхватываем рабочую нить, точнее подхватываем полупетли, рабочую нить и соединительным столбиком соединяем ряд. Далее делаем воздушную петлю подъема и немножко вытягиваем петлю, зажимаем и ножницами наш конец мы отрезаем. Все, и у нас с вами получилась
снежинка. И сейчас нам нужно ее обработать составами. Иголочки портновские. Желательно их брать из нержавеющей стали, потому что мы будем сейчас заливать раствором клея ПВА, и в последующем могут остаться следы от заржавевших иголок. Поэтому, чтобы этого избежать, лучше брать более качественные иглы. Итак, начинаем мы с чего? Фиксируем первую точку. И далее мы берем и фиксируем противоположную точку. Вот эту. Натягиваем немножко наше полотно, чтобы оно растянулось. Далее фиксируем здесь. Смотрите, чтобы более или менее все было симметрично и красиво. И на одной линии, чтобы у вас были вот эти вот лучики. После того, как вы зафиксировали все эти лучики, у вас может где-то какое-то излучение немножко покоситься. Вы их поправляете. Так, поправили. Далее мы берем еще иголочки и уже фиксируем вот эти арки. Тоже их натягивая. Здесь они уже немножко будут проще натягиваться. Ну, вот этот вариант, наверное, самый простой. Хотя и не менее простой и следующий. Далее мы с вами будем фиксировать вот такую снежинку, которая у меня вторая, с лучиками, которые закрыты. Что мы делаем? То же самое. Фиксируется точно так же. И сейчас покажу, как делать другую ножку. Сначала давайте зафиксируем как положено. Берем 2 иголочки и раздвигаем наш луч и фиксируем вот таким образом. И так у нас получится вот такой вариант лучей. Сейчас покажу, как я обрабатываю раствором. Знаю, что некоторые мастера сначала окунают снежинку в раствор, а потом ее растягивают. Как по мне, это не совсем удобно, потому что пачкаются руки. Ну и в целом некомфортно работать. Я же делаю как? Только единственное, что нужно до этого протестировать ниточку на то, как впитывается раствор клея ПВА. Потому что не все нити хорошо пропитываются. Сейчас наглядно вам покажу. Я положила 2 нити, и это оба хлопок одинаковой плотности 50 на 330 разных просто производителей. И как оказалось потом в работе, что они немножко по-разному себя ведут с раствором. Смотрите, когда наливаете раствор, эта ниточка, она этот раствор сразу забирает. То есть она сразу напитывает раствор. Эта ниточка как будто бы стеклянная. Она этот раствор, вот даже видите, она всплывает. Она почти не впитывает. Это уже вот смотрите. Если я протяну, она полностью уже в себя впитала клей. Если же я эту протяну, то есть она выйдет, ну, сухой. Она не впитывает в себя клей. То есть вот она. Разница, я думаю, что видно, что это прям хорошо впитала, а это как стеклянная. Поэтому до этого убедитесь на сырье, что у вас впитывается раствор клея ПВА. У меня тюбик от клея ПВА. Беру на фикс-прайсе, мне очень нравится. Далее развожу клей где-то примерно пополам, ну где-то или 1 к 3, либо пополам. Ой, 1 к 2, либо пополам. Значит, далее беру и из носика потихонечку начинаю капать на лучи. Поскольку нить очень хорошо впитывает в себя клей, это прям втягивает, я буду уверена, что все участки мои протянутся клеем. То есть я в местах в отдельных пропитываю. И все, и так оставляю я. Ну вот видите, уже само все растянулось. Также поступаю и с этой. То есть в определенных местах немножко пропитываю ближе к кончику, чтобы, но не прям на конец, чтобы у меня сильно не ржавели иголки. У меня они не очень качественные. И смотрите, если у вас попались, как у меня, некачественные иголки, что я еще делаю? Я сразу же их достаю.
Поскольку пряжа уже намокла, она никуда не поползет. В принципе, вы можете, поскольку она уже такая податливая, вы сможете ее поправить. Все, всем спасибо за внимание. Ровных вам петель.